Ах, Альянс! Его можно любить, можно критиковать, можно обсуждать, можно иногда даже ненавидеть, как, например, было у меня при прохождении первого этапа недавнейшего ДЛС «Колоссальная угроза», но точно не стоит недооценивать эту замечательную игру. Как-никак, продукт все еще довольно молодой и свежий, поэтому работа над балансом игры жизненно необходима. Именно этим игровая студия Ironhide и занимается, за что им отдельная благодарочка. А я точно понимаю, что процесс этот не быстрый. Подтверждение тому Kingdom Rush Vengeance. Игра вышла еще в 2018, а работу над балансом этой игры проводят до сих пор. Буквально на днях был представлен довольно плотненький пакет новых изменений баланса игры Kingdom Rush Alliance. И дорабатывали не только башни героев, а и некоторых врагов. Правда, все опять-таки из нового ДЛС «Колоссальная угроза». То ли так совпало, то ли игровое сообщество своими заявками повлияло на ускорение работы над балансом. В любом случае, в сегодняшнем видео мы поговорим с вами именно об этих изменениях. Первая в моем списке — башня Гномий Огнемет. Теперь, благодаря изменениям, башня может нацеливаться на летающих врагов, что делает ее довольно универсальной и более юзабельной. Мне и до того башня импонировала, а теперь так вообще в личном рейтинге повысилась на пару уровней. Следующее — это боевые пивовары. Единственное, что изменили, так это увеличили скорость атаки Хальфдана с 1,5 до 1 секунды. Теперь Хальфдан Тугодум на целых полсекунды стал быстрее думать. Вот так вот. Башня Некромант. Тут новинок побогаче, чем у пивоваров. Во-первых, базовый скелет. Теперь имеет 50 единиц здоровья, было 40, и урон 3,5, было 1,4. Во-вторых, у голема теперь 150 здоровьечка, было 120, и 8-12 урона, а было ранее 6-10. Ну и наконец, время перезарядки гремящего столпа уменьшено на уровнях прокачки до 11,2 и 9,6 секунды соответственно. Думаю, фанаты этой башни однозначно заценят такой баф. Ну а теперь всем любителям и фанатам эльфийского астролога приготовиться. Над этой башней разрабы поработали больше всего. Что, как по мне, неудивительно. Эту башню довольно многие любят, и это не мои слова и не моя фантазия. Любят за дизайн, за озвучку, за атаку, за скиллы. Для начала была исправлена ошибка изменения скорости атаки между некоторыми обновлениями. Уровень 1 перезарядка 3 секунды, уровень 4 перезарядка 2,7 секунды. Также увеличен урон с 4,6, 10, 16, 20, 28, 32, 48 до 4,6, 11, 18, 22, 32, 34, 50 соответственно уровню прокачки башни. Стоимость горизонт событий уменьшен с 250, 150, 150 до 250, 100 и 100. Урон от восходящей звезды увеличен с 16, 24, 28, 42, 36, 54 до 18, 30, 28, 42, 36, 54 соответственно уровню прокачки навыка. Дальность восходящей звезды также увеличена со 120 до 200. Время оглушения от восходящей звезды увеличено с 0,5 до 0,8. Неплохо. Что думаете? Сумеречные длиннолучники. Урон от базовой атаки увеличен с 14, 18, 35, 48, 66, 90, 106, 142 до 14, 22, 40, 54, 76, 92, 134, 146 соответственно уровню прокачки башни. В том числе увеличен и радиус атаки с 200, 220, 250, 280 до 200, 230, 260 и 300 соответственно. Урон от клинков помощи также был изменен с 10, 14, 14, 22, 24, 37 до 12, 16, 16, 24, 22, 34. Также поработали и над уклонением. Шанс уклонения от атаки у клинков поддержки увеличен с 40% до 60%.
Теперь пару слов стоит сказать и о новой довольно мощной башне отряд пушкарей. Базовая стоимость уменьшена с 80 130 200 260 до 60 130 180 240 соответственно. Время восстановления юнитов уменьшено с 10 до 8 секунд. Стоимость способности растущие ряды уменьшена со 150 200 250 до 120 180 240. Урон от огненного снаряда увеличен с 20 28 34 50 48 72 до 20 28 38 58 52 и 80 соответственно уровню прокачки навыка. Урон от ожога зажигательными боеприпасами также был увеличен с 3,712 до 3,814. Башня на самом деле и до того, как по мне, была имбовой, а теперь так вообще чуть ли не лучшая казарма. Ну а теперь переходим к героям и врагам. И конечно же начнем с первых. Торрес. Итак, что же интересного изменили у этого великого прораба и строителя Линерии? Во-первых, увеличили здоровье мужиков за работой с 50-75-100 до 75-100-125 соответственно. Во-вторых, поработали над оборонительной вышкой, уменьшили время восстановления с 30 до 25 соответственно уровню прокачки этого скилла. И увеличен урон с 60 14 22 22 34 до 8 12 16 24 24 36 соответственно. И еще также, друзья, кого уважили, это стреги. Давненько я не вспоминал про эту ведьмочку. Увеличено здоровье с 240 до 265 единиц, также увеличен урон с 13-19 до 15-22. Помимо этого увеличено количество котов с 1-2-3 до 2-3-4 соответственно. Скорость тыквы уменьшена с 24 до 20. Очаровывающая обманка. Этот навык также замечательно отработали. Расстояние увеличено со 130 до 160. Время восстановления уменьшено с 20-20-20 до 18-18-18. Соответственно, здоровье приманки увеличено с 30-50-70 до 50-75 и 100. Также урон приманки увеличен с 8-12, 10-14, 13-18 до 8-12, 12-18, 16-24 единиц. Длительность оглушения также увеличена с 1-2-3 секунд до 2, 2,5 и 3 секунд соответственно. Ну и напоследок, друзья, несколько слов о врагах. Молотобой черностали. Здоровье увеличено с 400 до 420 на уровне сложности ветеран. И наоборот, уменьшено с 500 до 450 единиц на уровне невозможный. Катящийся часовой. Здоровье уменьшено до 450, 520, 640, 720 соответственно уровню сложности игры, но увеличен при этом урон с 60 до 10-18. Дьявольский сварщик. Гнусный и коварный враг. Оглушение башни увеличено с 8 до 10 секунд, но только лишь, друзья, на уровне сложности невозможный. Кулак черностали. Время восстановления навыка оглушения уменьшено с 4 до 3 секунд, опять-таки только для невозможного. Безумный жестянщик. Сопротивление магии увеличено с 60% до 80%. И как вы думаете? Правильно, возьмите себе пирожок с полочки. Уровень сложности невозможный. Наковальня черностали. Сопротивление магии увеличено до 50%. Время восстановления навыков уменьшено с 10 до 8. И как вы правильно догадались, все это только для уровня невозможный. Громила черностали. Уменьшен уровень здоровья, при котором срабатывает таран. А вот тут уже без бонусов, друзья, изменения действуют на любом режиме уровня сложности прохождения игры. А на этом, друзья, все. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайкосик и напишите комментарий о том, что вы думаете по этому поводу. А пока, друзья, берегите себя и да пребудет с вами сила. До новых встреч. Пока.